Урок 1. Выбор завтрака. Привет, Анна. Когда дело доходит до завтрака, какую марку хлопьев ты предпочитаешь? Я обычно выбираю продукт с цельнозерновыми продуктами. Это полезнее для здоровья и позволяет мне дольше оставаться сытым. Отличный выбор. Цельнозерновые злаки богаты питательными веществами. Именно так. Кроме того, они содержат большое количество клетчатки, что очень важно. Вы имеете в виду любимый бренд? Мне очень нравится тот, в котором смешаны орехи и сухофрукты. Это добавляет приятного хруста. Вкусно. Мне тоже нравится эта комбинация. Это превращает завтрак в удовольствие. Да, а иногда я добавляю сверху свежие фрукты для дополнительного вкуса. Это умная идея. Вы предпочитаете какие-либо конкретные фрукты? Бананы и ягоды — мои любимые. Они и вкусные, и питательные. Я согласен. Ягода богата антиоксидантами, которые полезны для здоровья. Определенно. А как же ты? У вас есть бренд хлопьев, который вам нравится? Мне нравится тот, в котором есть смесь овса и меда. Оно сладкое, но не очень вкусное. Звучит вкусно. Ты ешь его с молоком или йогуртом. Обычно я выбираю йогурт. Это придает кремообразности и дополнительный белок. Отличный выбор. Йогурт действительно может улучшить текстуру хлопьев. Да, это как парфе на завтрак. Вы когда-нибудь пробовали его приготовить? У меня есть. Раскладывать йогурт, хлопья и фрукты слоями очень весело и визуально привлекательно. Кроме того, это отличный способ начать день со сбалансированного питания. Абсолютно. Завтрак — очень важная еда для питания нашего организма. Полностью согласен. Это задает тон на весь оставшийся день. Урок 2. В поисках своего пути. Простите, Анна, вы знаете, как добраться до ближайшей железнодорожной станции. Конечно. Отсюда не так уж далеко. Хочешь, я тебя туда провожу. Это было бы здорово. Я совсем не знаком с этой областью. Без проблем. Просто идите прямо по этой улице 2 квартала, затем поверните налево. Понял. Как вы думаете, сколько времени потребуется, чтобы туда дойти пешком? Это займет всего около 10 минут в удобном темпе. Это прекрасно. Вокзал занят в течение дня. Да, здесь может быть многолюдно, особенно в час пик. Вы путешествуете в какое-то конкретное место. Мне нужно сесть на поезд, чтобы навестить друзей в соседнем городе. Звучит забавно. Вы знаете, во сколько отправляется ваш поезд? Да, отправляется в 3 часа дня, поэтому я хочу убедиться, что у меня достаточно времени. Отличная идея. Всегда лучше приходить пораньше, чтобы избежать стресса в последнюю минуту. Именно так. Мне бы не хотелось опоздать на поезд. Есть ли что-то еще, что мне нужно знать об этой станции? Просто будьте в курсе признаков. Обычно они понятны, но поначалу это может показаться немного ошеломляющим.
Я ценю совет. Есть ли место, где можно перекусить на станции? Да, есть несколько кафе и киосков. Вы можете выпить чашечку кофе или быстро перекусить. Это полезно знать. Я обязательно зайду перед поездом. Просто не забудьте следить за табло отправления на платформе вашего поезда. Спасибо, Анна. Теперь я чувствую себя более подготовленной. Я ценю твою помощь. Урок 3. Выбор подходящего бренда. Привет, Анна. Я ищу новый смартфон, но я не совсем уверен, какой из них купить. Я могу помочь с этим. Какие функции вы ищете в смартфоне? Мне нужна хорошая камера и длительное время автономной работы. Обожаю фотографировать. Они очень важны. Рассматривали ли вы какие-либо конкретные бренды? Не совсем. Но я слышал много хорошего о некоторых брендах, таких как Apple и Samsung. Оба варианта популярны. Apple известна своей качественной камерой, а Samsung отличается отличным временем автономной работы. Это правда. Я видел несколько потрясающих фотографий, сделанных на iPhone. Да, их технология камер впечатляет. Вы предпочитаете iOS или Android? В основном я использовал Android, но я готов попробовать iOS. Что вы думаете? iOS удобно и очень удобно в использовании, но Android предлагает больше возможностей настройки. Похоже, у обоих есть свои преимущества. Как насчет цен? Как правило, Apple, как правило, стоит дороже, в то время как Samsung предлагает ряд вариантов. Приятно это знать. Я хочу уложиться в свой бюджет и при этом получить хорошее качество. Часто есть распродажи старых моделей, которые могут сэкономить вам деньги. Отличная идея. Я буду искать предложения на прошлогодние модели. Определенно. Возможно, вы найдете то, что идеально соответствует вашим потребностям. Я ценю твою помощь, Анна. Теперь я более уверена в своем решении. Урок 4. Вкусные открытия. Привет, Анна. Вы попробовали новый ресторан в центре города? Да, я была там в прошлые выходные, и блюда были такими вкусными. Я рада это слышать. Что вы заказали? Я съела их фирменную пасту и восхитительный десерт. Вкусы были невероятные. Звучит потрясающе. Что сделало пасту такой особенной? В блюде было уникальное сочетание трав и специй, которое действительно украсило блюдо. Ух ты! Обожаю, когда еда тебя так удивляет. У них были вегетарианские блюда. Да, они попробовали фантастическое овощное жаркое, которое, я уверена, вам понравится. Отлично. Я всегда ищу хорошие вегетарианские блюда. Вам обязательно стоит это проверить. Атмосфера также была очень уютной. Это бонус. Ты ходил с друзьями или семьей? Я пошел с парой друзей. Мы прекрасно провели время,
делясь разными блюдами. Совместное использование еды всегда делает впечатление более приятными. Именно так. Мы даже попробовали несколько закусок, и все они были очень вкусными. Обожаю пробовать закуски. Это как мини-гастрономическое приключение на тарелке. Да, и это отличный способ попробовать самые разные вкусы. Я согласен. Итак, вы планируете вернуться в ближайшее время? Определенно. Я хочу подробнее изучить их меню. Здесь так много всего можно попробовать. Дайте мне знать, когда снова поедете. Мне бы очень хотелось присоединиться и попробовать овощное жаркое. Абсолютно. Будет интересно открыть для себя больше вкусных блюд вместе. Не могу дождаться нашего следующего кулинарного приключения. Урок 5. Вопросы конфиденциальности. Привет. Анна, вы слышали о последнем нарушении конфиденциальности? Да, у меня есть. В наши дни это становится серьезной проблемой. Что вы об этом думаете? Думаю, это настораживает. Личная информация людей находится под угрозой. Абсолютно. Это заставляет задуматься, безопасны ли какие-либо из наших данных в интернете. Верно. В последнее время я более осторожно отношусь к тому, чем пишу в социальных сетях. Это разумный шаг. Ограничение личной информации поможет защитить вашу конфиденциальность. Я также начал использовать двухфакторную аутентификацию для своих учетных записей. Отличная идея. Это добавляет дополнительный уровень безопасности. Вы слышали о VPN? Да, VPN поможет сохранить конфиденциальность ваших действий в интернете. Вы им пользовались? У меня есть. Это помогает мне чувствовать себя в большей безопасности, особенно при использовании общественных сетей Wi-Fi. Это хорошее замечание. Публичные сети могут представлять опасность для личных данных. Именно так. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Что еще вы делаете для защиты своей информации? Я регулярно обновляю свои пароли и не использую один и тот же пароль для разных учетных записей. Это очень важно. Использование уникальных паролей может предотвратить доступ хакеров к нескольким учетным записям. Я также начал читать политику конфиденциальности, прежде чем подписаться на новые услуги. Это впечатляет. Многие не обращают на них внимания, но их важно понять. Я согласен. Знание того, как компании используют наши данные, может помочь нам принимать обоснованные решения. Кроме того, важно быть в курсе любых обновлений или нарушений безопасности. Определенно, осведомленность играет ключевую роль в эту цифровую эпоху. Я рад, что мы это обсуждаем. Урок 6. Пробуем что-то новое. Привет, Анна. В последнее время я немного расслабляюсь, поэтому подумала попробовать что-то другое. Звучит интересно. Что вы имеете в виду? Я подумывал о том, чтобы найти себе новое хобби. Есть предложение. Как насчет рисования? Это отличный способ творчески выразить себя. Рисование звучит весело.
Я никогда особо не пробовал это раньше. Что мне нужно для начала? Просто некоторые основные принадлежности, такие как краски, кисти и холст, можно даже начать с бумаги. Звучит не так уж дорого. Я тоже мог бы использовать его как средство для снятия стресса. Абсолютно. Многие люди считают искусство расслабляющим и терапевтическим. Какая живопись вас интересует? Я пока не уверена. Может быть, пейзажи или абстрактное искусство. И то, и другое. Отличный выбор. Пейзажи могут успокаивать, абстрактное искусство дает больше свободы. В этом есть смысл. Мне нравится идея создать что-то уникальное. Вы также можете ознакомиться с некоторыми онлайн-руководствами, которые помогут вам начать. Отличная идея. Было бы полезно изучить некоторые техники, прежде чем погружаться в воду. Определенно. Наблюдение за другими может вдохновить вас на создание собственного стиля. Задумывались ли вы о других увлечениях? Я также подумал попробовать приготовить. Я хочу научиться готовить новые блюда. Кулинария — фантастический выбор. Экспериментировать со вкусами практично и интересно. Именно так. Кроме того, я люблю есть, поэтому было бы здорово приготовить себе еду. Вы можете начать с простых рецептов и постепенно попробовать более сложные. Похоже, это хороший план. Я мог бы начать с блюд из пасты. Паста — идеальный выбор. Есть так много вариантов, которые стоит изучить. Мне не терпится начать рисовать и готовить. Урок 7. Хитрые разговоры. Привет, Анна. Я обожаю поделки ручной работы. Я слышала, что в эти выходные есть местный рынок. Звучит потрясающе. Я тоже люблю изделия ручной работы. Ты планируешь приехать в гости? Абсолютно. Я обязательно его посещу. Есть ли другие рекомендации по местам, которые стоит посетить? Поблизости есть небольшая симпатичная картинная галерея. В них представлены работы местных художников. Звучит интересно. Мне бы очень хотелось увидеть уникальные произведения искусства. Какое искусство в них представлено? Они разнообразны, от картин до скульптур. Это отличный способ оценить местные таланты. Мне нравится открывать для себя новых художников. У тебя есть любимый вид ремесла? Мне очень нравится керамика. В керамических изделиях ручной работы есть что-то особенное. Керамика прекрасна. Я восхищаюсь мастерством, с которым связано ее создание. Вы когда-нибудь пробовали делать керамику? Однажды я ходил в класс. Было сложно, но очень приятно создавать что-то с нуля. Звучит как забавный опыт. Я бы с удовольствием когда-нибудь попробовал. Тебе стоит. Это отличный способ расслабиться и проявить свои творческие способности. Я определенно добавлю это в свой список. А как насчет ремесленных мастерских? Да, в следующем месяце состоится мастер-класс по изготовлению свечей. Это может быть очень весело. Звучит интригующе при свечах.
Я всегда хотела научиться создавать собственные ароматы. Это отличный навык. Кроме того, самодельные свечи станут отличным подарком. Это правда. Я даже могу персонализировать их для друзей и семьи. Именно так. Это добавляет особый штрих. Есть ли другие ремесла, которые вас интересуют? Мне также интересно вязать. Я видела несколько действительно красивых вязаных вещей. Вязание — это прекрасно. Приятно создавать что-то теплое и уютное. Думаю, я тоже это исследую. Так много поделок, которые стоит попробовать. Урок 8. Олимпийские связи. Привет, Анна. Вы заметили деловые отношения между американской телекомпанией ABC и Олимпийскими играми? Да, у меня есть. Это наглядный пример эффективного сотрудничества средств массовой информации и спорта. Именно так. Их партнерство значительно изменило наше восприятие Олимпийских игр. Конечно, ABC привносит азарт игр в наши гостиные, делая их доступными для всех. Кроме того, они отлично рассказывают истории спортсменов, что придает им индивидуальность. Это правда. Это помогает зрителям общаться со спортсменами не только с их выступлениями. Это также повышает узнаваемость спортсменов и может предоставить им больше спонсорских возможностей. Абсолютно. Чем больше их узнают, тем больше вероятность того, что они получат поддержку. Кроме того, это приносит пользу телеканалам, увеличивая их аудиторию во время Олимпийских игр. Да, рейтинги во время игр обычно зашкаливают, что положительно сказывается на доходах от рекламы. Это беспроигрышная ситуация. Что вы думаете о влиянии социальных сетей на эти отношения? Социальные сети усилили все. Фанаты могут наблюдать за событиями в режиме реального времени. Верно. Это создает глобальное сообщество болельщиков, что укрепляет олимпийский дух. Кроме того, это позволяет спортсменам напрямую делиться своими впечатлениями со своими болельщиками, способствуя более тесной связи. Удивительно, как технологии изменили то, как мы следим за спортивными событиями. Определенно. Интересно, как отношения между сетями и спортом будут развиваться в будущем. Я могу представить себе еще больше интерактивных впечатлений для зрителей, таких как варианты виртуальной реальности. Это было бы невероятно. Представьте, что вы находитесь прямо на стадионе. Именно так. Будущее спортивных трансляций кажется действительно захватывающим. Не могу дождаться, какие инновации появятся в будущем. Я тоже. Это захватывающее время как для любителей спорта, так и для индустрии. Урок 9. Сроки реализации проекта. Привет, Анна. Я считаю, что сроки завершения проекта слишком амбициозны. Можем ли мы это обсудить? Конечно. Какие конкретные моменты вы считаете нереальными? Мне кажется, что этап исследования слишком короткий.
Нам нужно больше времени для сбора качественных данных. В этом есть смысл. Поспешное выполнение этого этапа может привести к тому, что важные детали будут упущены из виду. Именно так. И если мы не получим достоверных данных, это может повлиять на весь проект. Я согласен. Возможно, мы могли бы продлить этот этап на пару недель. Это было бы полезно. Это даст нам больше возможностей для тщательного анализа полученных результатов. Отличная идея. А как же этап разработки? Как вы думаете, все идет по плану? Меня беспокоит, что текущее расписание не допускает непредвиденных проблем. Верно. Проекты часто сталкиваются с сюрпризами. Было бы разумно установить буферный период. Да, если мы добавим туда немного дополнительного времени, это снизит нагрузку на команду. И это позволит повысить качество работы. Мы хотим показать все, что в наших силах, верно? Абсолютно. Нам также следует рассмотреть этап обратной связи, когда мы планируем собирать информацию. Думаю, нам следует запланировать это сразу после разработки. Однако, возможно, нам потребуется больше времени для доработки. Хорошее замечание. Давайте уделим достаточно времени обратной связи и корректировкам. Итак, как насчет того, чтобы составить пересмотренный график и представить его на следующей встрече? Похоже, это хороший план. Я начну работать над корректировками. Отлично! Командное сотрудничество — ключ к успеху этого проекта. Полностью согласен. Давайте позаботимся о том, чтобы общение было открытым на протяжении всего процесса. Урок 10. Продовольственная безопасность. Привет, Анна. Удивительно, что недоедание больше не распространено во многих областях. Абсолютно. Это такое облегчение, что люди больше не боятся голодать. Верно. Это показывает, как далеко мы продвинулись с точки зрения продовольственной безопасности и доступа к питанию. Это действительно так. Как вы думаете, что способствовало этим позитивным изменениям? Я считаю, что это сочетание лучших методов ведения сельского хозяйства и повышения осведомленности о питании. Определенно. Образование играет решающую роль в том, чтобы помочь людям выбирать более здоровую пищу. Именно так. А благодаря технологиям фермеры теперь могут производить больше продовольствия на небольших участках земли. Это впечатляет. Такие инновации, как гидропоника и вертикальное земледелие, меняют правила игры. Они действительно такие. Удивительно видеть, как городские районы тоже внедряют эти методы. Да, городское фермерство не только дает свежие продукты, но и укрепляет связи с общинами. Кроме того, это снижает выбросы углекислого газа, поскольку еду не нужно перевозить далеко. Отличное замечание. Местные продовольственные системы необходимы для устойчивого развития. Говоря об устойчивом развитии, что вы думаете о растительных диетах? Думаю, они становятся все более популярными и могут помочь снизить нагрузку на наши ресурсы. Абсолютно. Кроме того,
Они предлагают множество вкусов и текстур, что делает блюда интересными. Верно. Удивительно, сколько вкусных рецептов на растительной основе сейчас существует. Я попробовал несколько из них и был удивлен, насколько они могут быть приятными. То же самое и здесь. Приятно видеть, что все больше ресторанов также предлагают блюда на растительной основе. Да, это похоже на позитивный сдвиг в сторону здорового питания для всех. Надеюсь, что эта тенденция сохранится, поскольку она приносит пользу как нашему здоровью, так и планете. Я тоже. Здоровое население и окружающая среда– это цели, к которым стоит стремиться. Урок 11. Качественное время. Привет. Анна, я думала о том, как важно делать перерывы и проводить время с близкими. Абсолютно. Это действительно помогает нам зарядиться энергией и укреплять отношения. Я согласен. Однако иногда мне трудно найти баланс между работой и личным временем. Это обычная проблема. Что вы обычно делаете, чтобы расслабиться? Я стараюсь посвящать выходные семейным занятиям, но иногда работа перестает работать. Понимаю. Может быть, вы могли бы установить четкую границу между работой и домом. Отличная идея. Создание выделенного рабочего пространства может помочь мне разделить их. Определенно. Кроме того, важно сообщать другим о своих границах. Да, установление ожиданий может иметь большое значение. А как же ты? Как вы справляетесь? Я планирую регулярные семейные прогулки. Это дает нам возможность с нетерпением ждать и позволяет оставаться на связи. Звучит прекрасно. Какими видами деятельности вам нравится заниматься вместе? Мы любим ходить в походы, играть в настольные игры, а иногда просто проводить вечера в кино дома. Все это звучит забавно. Я думаю, что простые занятия могут быть самыми значимыми. Абсолютно. Главное — качество потраченного времени, а не расточительность. Так и есть. Думали ли вы попробовать себя в новых занятиях, чтобы что-то перепутать? Да, в эти выходные мы планируем вместе попробовать приготовить новый рецепт. Это захватывающе. Приготовление пищи может стать отличным способом сблизиться и насладиться вкусной едой вместе. Именно так. Кроме того, это шанс научиться чему-то новому всей семьей. Мне нравится эта идея. Я бы тоже посоветовал провести семейный кулинарный вечер. Вам определенно стоит. Это создаст незабываемые воспоминания, возможно, забавные истории, которыми можно поделиться позже. Я уже представляю себе смех и командную работу на кухне. Урок 12. Соблюдение сроков. Привет. Анна, уложимся ли мы в срок выполнения проекта? Боюсь, мы можем пропустить его на день. Осталось выполнить еще несколько задач. Это вызывает беспокойство. Какие задачи вызывают задержки? В основном этапы заключительной проверки и тестирования. Они занимают больше времени, чем мы ожидали. Понимаю. Рассматривали ли мы возможность перераспределения ресурсов для ускорения процесса?
Да, я предложил пригласить дополнительного члена команды для тестирования, но нам нужно одобрение. Отличная идея. Если нам удастся получить зеленый свет, это поможет нам наверстать упущенное. Именно так. Время играет решающую роль. Как насчет документации? Она готова. Пока нет, но я могу начать работать над этим, пока продолжается тестирование. Это было бы полезно. Мы должны убедиться, что все правильно задокументировано, чтобы избежать путаницы в дальнейшем. Абсолютно. Четкая документация упростит передачу. Как вы думаете, нам следует сообщить заинтересованным сторонам о возможной задержке? Да, прозрачность важна. Лучше сообщить им об этом раньше, чем позже. Согласен. Как вы думаете, как нам это сформулировать? Мы можем объяснить ситуацию, подчеркнуть нашу приверженность к качеству и предложить новый график. Звучит разумно. Важно, чтобы они поняли, что мы делаем все возможное. Именно так. Давайте подготовим для них краткое обновление. После этой беседы я что-нибудь напишу. Отлично. Получив от них отзывы, мы сможем соответствующим образом скорректировать наши планы. Отличный план. Командная работа поможет нам эффективно справиться с этой задачей. Да, я надеюсь, что мы сможем сделать это, приложив немного дополнительных усилий. Я тоже. Давайте сосредоточимся и вместе решим эти последние задачи. Урок 13. Сценические приключения. Привет, Анна. Ты думала о нашей следующей поездке в живописное место? Да, пока здесь рядом с природой, я счастлива. Обожаю красивые пейзажи. То же самое и здесь. Горы, озеро или даже пляжи были бы потрясающими. Абсолютно. Мне нравится спокойствие природы. Это действительно помогает мне расслабиться. Вы имеете в виду какое-то конкретное место? Я думала о том национальном парке, о котором мы говорили в прошлый раз. А, звучит фантастически. Пешеходные тропы здесь захватывают дух. Да, а виды сверху должны быть невероятными. Давайте сделаем это. Как насчет того, чтобы удивить себя бронированием? Забавная идея. Это придаст нашему путешествию элемент приключений. Именно так. Мы можем исследовать окрестности без каких-либо ожиданий и просто наслаждаться путешествием. Мне это нравится. Кроме того, по пути будет интересно открывать для себя новые места. Верно. Иногда лучшие впечатления возникают в результате спонтанных решений. Конечно. Вы бы хотели заняться другими видами активного отдыха, кроме пеших прогулок. Может быть, понаблюдать за звездами ночью. Я слышала, что там потрясающее небо. Звучит отлично. Мне нравится смотреть на звезды и просто быть в моменте. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь нашими видео и каналами.